Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поделимся самой актуальной информацией на 5 января 2022 года. Поговорим о народном календаре, поговорим о народном празднике на 5 января. Также уделим внимание, что обязательно нужно сделать в этот день, а что нельзя делать в этот бед. Также сегодня проведем очень важную практику, которая проводится только раз в год 5 января. Это практика от всевозможных бед. Также немножко уделим внимание лунному календарю. Вот такая тема нашего видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Друзья, будет много полезной, важной, интересной и нужной информации. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, друзья, народный календарь на 5 января. 5 января у православных христиан праздник преподобного Нифонта и мученика Феодула. В народном же календаре он известен как Федулов день. И с этой датой у наших предков связаны различные народные приметы, традиции и запреты. На Руси в этот день, 5 января, большое внимание уделялось домашней живности, птице и скотине. Хозяева 5 января обязательно наводили порядок в хлеву и птичнике, а питомцам давали много корма. Для привлечения добрых духов 5 января женщины пекли печенье в форме птиц, коров и овец. При этом выпечку сразу же заворачивали в полотенце, чтобы злая сила не оставила на ней следа. И люди в этот день пытались наводить порядок в доме и были крайне осторожным с острыми предметами. Как мы уже сказали, в народе сегодня отмечают День Федула и Нифонта. 5 января хозяйки тщательно убирали в доме и обязательно мыли полы. Воду после уборки выливали за порог и говорили следующие магические слова. Всю грязь слила, нечисть из дома изгнала. И поскольку Нифонт оберегал людей и скот от козней злых духов, сегодня его просили изгнать нечисть как из дома, так и из хлева. А также сегодня делали специальные лепешки для домашнего скота, которые спасали их от столкновений с темными силами. Пекли эти лепешки из отрубей, горячими доставали из печки и закутывали в чистое полотенце, чтобы нечисть их не коснулась, и теплыми несли в хлев. В нем предварительно делали уборку и смотрели, нет ли щелей, утепляли соломой, а также вешали по углам чертополоховые колючки, которые оберегали от нечистой силы. Конечно же, крестьяне в 5 января уже начинали готовиться к Рождеству, пекли печенье в виде коров, домашних птиц, овец, заворачивали в полотенце и клали в закрома до праздника Рождества Христова 7 января. Существовало в народе поверье, что 5 января нельзя было ругать и карать детей, иначе их в течение года будут недолюбливать и постоянно кричать и гонять отовсюду окружающие. Поэтому, если в Федулов день ребенок вел себя плохо, его трижды осеняли крестным знамением, ведь была вероятность, что такое его поведение – это проказы нечисти. Также 5 января не рекомендовалось мастерить, готовить и вообще делать что-либо острыми предметами, поскольку можно было пораниться. А по народным приметам рана, полученная 5 января, зажигала очень долго и плохо. К тому же к поранившемуся человеку начинали липнуть и другие болезни. Также 5 января считался магическим днем, когда любое загаданное желание обязательно исполнялось, поэтому сегодня читали особые слова, которые помогали свершению задуманного.
а рожденные в этот день считались хорошими пастухами. Их считалось, что их очень любят животные. Ребенок, рожденный в этот день, вырастет счастливым человеком. Особенно это касается людей, появившихся на свет после заката солнца. Родившимся лучше отдавать предпочтение, как горный хрусталь, малахит или агат. Конечно же, в этот день были особые запреты на 5 января. И основные приметы, объясняющие, что нельзя было делать 5 января в день Федула, конечно же, были связаны с нечистью и домашней скотиной. Наши предки считали этого святого главным борцом с нечистой силой и защитником животным. Поэтому именно 5 января запрещено было оставлять без присмотра скотину, так как нечисть может в любой момент навредить и перекормить животных, нагнать на них разные болячки или же дразнить их, бить и не давать спать. Нельзя делать было в день Федула уборку возле печки, в нашем современном мире возле кухонной плиты, иначе можно было потревожить домового, и он не сможет защитить дом от темных сил. Существовал и такой обычай в день Федула печь для скотины лепешки из отрубей, которые считалось, что изгоняют нечисть. Не разрешалось 5 января и держать птицу впроголодь, иначе она до весны не доживет, нечистая сила себе заберет. Нельзя было 5 января и пользоваться острыми предметами, ножами, топорами или вилками, так как ими можно было пораниться, а рана, полученная в этот день, год после не заживает. Нельзя было сегодня и драться, так как бьющий может тяжело заболеть. Запрещено в этот день и рассказывать о своем сокровенном желании, иначе оно просто никогда не исполнится. 5 января не ходите и в несвежей одежде, поскольку к ней липнут все болезни и неприятности. Тому, кто ослушается данного запрета, грозит весь год провести в проблемах и болезнях. Также сегодня, 5 января, обязательно приманивали добрых духов, выпекая вкусное печенье. Считалось, что приятный запах изгонит из дома злую силу и призовет добрую. В обязательном порядке 5 января всегда делали уборку для того, чтобы встретить Рождество только в чистой одежде. Стоит провести день, конечно, этот и в спокойной атмосфере, и насладиться энергией Дня Нового года. По верованиям, в этот день надо носить обереги из красного или черного агата, поскольку именно они защищают своих владельцев от темных сил. Конечно же, также нельзя было ни в коем случае в этот день делать и уборку возле печки, так как вы могли просто потревожить домового, и он тогда уже не сможет защитить дом от темных сил. И именно 5 января, именно только 5 января, именно в этот магический день вы можете провести ритуал, оберегающих от бед. Что нужно сделать? Возьмите в любое время 5 января, дотроньтесь до входной двери своей квартиры или дома и левой рукой, если вы левша, то правой рукой, и скажите следующие магические слова. «Дай Бог, чтобы мой порог сам Бог берег. До тех пор, пока в эту дверь стучать будут, до той поры Бог и святые меня не забудут. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Друзья, обязательно проведите этот ритуал только 5 января, который оберегает от бед. Ну, а далее, друзья, мы с вами уделим внимание лунному календарю на 5 января 2022 года. По лунному календарю у нас сегодня с вами, друзья, 3 и 4 лунный день. Растущая луна в знаке зодиака Водолей. И, друзья, с этого дня на небе появляется лунный серп. Начинается новомесячье. Энергетический день очень сильный. Сегодня можно многое успеть.
Рост энергии провоцирует напор и агрессию, поэтому настройтесь на самозащиту и будьте бдительны, чтобы не попасть в число жертв. Вы знаете, этот день является самым сильным из всех лунных суток по своей энергетике, которая пронизывает все сферы нашей жизни. С самого утра, проснувшись, человек будет чувствовать себя бодро и будет ощущать себя заряжен энергетически. И очень важно направить в этот день энергию в нужное русло, задать ему правильное направление, а иначе проснувшаяся энергия спалит вас самих. Такие эмоциональные всплески могут вылиться в совершенно беспричинную агрессию, ненависть, злобу, жестокость, непонятное раздражение против всех окружающих. Эмоции настолько захлестывают разум, что не каждому под силу утихомирить в себе разбушевавшегося зверя. Если выпустить на волю этого злого духа, то можно серьезно покалечить судьбу и себе, и своим близким. Именно в этот день чаще всего происходят серьезные ссоры, конфликты, скандалы и драки. Все это можно обуздать в себе силой воли, тренируя ее как раз на таких вспышках. Сумейте переключить свои мысли на что-то позитивное, взять себя в руки и не накалять страсти. В этот день будет очень полезно тренировать в себе такие качества, как самообладание, осознанность, сосредоточенность, спокойствие духа и внимание. И сегодня дает нам этот день возможность увеличить свое присутствие в мире, передать кому-то свои знания, получить или оставить хорошее наследство. Особое внимание можно уделять различным заведениям, клубам, благотворительным организациям и открытию чего-то нового для жизни и для дружбы. Рутинная работа будет плохо сегодня ладиться. Решение для обыденных проблем будет даваться трудно. Нужно больше времени отдавать новому, необычному и интересному. Будет полезным, если вы будете стараться ориентироваться на свое будущее, но желательно реально давать оценку вашим возможностям и шансам. Не давайте брать верх воображению. У вас сегодня появится время обдумать все, прежде чем что-то высказать. Планета в таком знаке зодиака приносит различные сюрпризы, неожиданности, встречи с разными людьми. Особенно происходит повышение вероятности поломок электрооборудования, бытовой техники и сбоев связи. Поэтому сегодня попробуйте уделить внимание хорошим вкусам и ароматам, макияжу. Поднимайте свое настроение каждый день. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день, 5 января, это день активных действий, поэтому можно посвятить себя делу полностью с минимальными перерывами на еду и сон. Пассивность противопоказана и даже опасна сегодня. Если вы до сих пор мечтали, то сегодня пришла пора действовать. Однако первая половина дня обладает общим неблагоприятным фоном. Могут произойти разные неприятности, которые связаны с общением. Поэтому постарайтесь держать негатив, и тогда вторая половина дня принесет вам достойные плоды. Что же касательно стрижки на 5 января, то лучше не рисковать и отменить свой поход к парикмахеру. Эти сутки перенасыщены энергией, и вам наверняка захочется обновить свою прическу. Постарайтесь удержаться от этого. Стрижка, сделанная сегодня, будет неудачной и даже вредной для волос. Окраска натуральными красителями будет способствовать росту вашей карьеры. Прическа должна быть абсолютно проста и свободна. Это притянет природную энергию и будет способствовать духовному открытию. Начинается активный обмен человеческой энергией с космосом. Ничего удивительного, если сегодня вас потянет на приключения и поиски ярких впечатлений. Усидеть на месте будет невозможно. Захочется постоянно двигаться, рваться в бой и даже совершать подвиги. Утром и вечером расчешите волосы столько раз, сколько вам лет от роду. Это поможет активизировать космический обмен энергией. Во время расчесывания вы можете проговаривать следующие магические слова. Сколько годков, сколько часков, сколько поскольку на головушке волосков. Волоса мои, вейтесь, завивайтесь, укрепляйтесь,
года мои, здоровьем и богатством прибавляйтесь. Это своеобразные слова помогут вам привлечь положительную энергию и оттолкнуть от вас негативную.